Черниговская? Черниговская? Да, да. Если можно, побыстрее, я опаздываю. Да, можно сейчас. Простите, а мы налево поехали? Ну да, а что? У нас навигатор так ведет. Так Черниговская направо же поворачивает обычно Ну, здесь а- от... Не, ну можно и налево, и направо, но сейчас навигатор нас ведет вот. Нет, так а что навигатор? Мы сейчас в объезд поедем. Куда это? Ну так Как? быстрее. Ну, Как-то быстрее, если нам направо Черниговская, вы повернули налево. Что? Ну это же навигатор строит. Я же не смотрю на карту города сверху. Я же не вижу пробки, там не пробки, может какие-то перекрытия, еще чего-то, может перекопали. Я же не знаю, он мне построил навигатор по программе, я вас и везу. Слушайте, а вы вообще как, давно работаете? Вы почему все время говорите навигатор, навигатор? Вы что, А что по мне навигатору говорить? ездите? Вы что, дороги не знаете, что ли, просто? А выключится у вас навигатор, вы меня куда увезете? Никуда. Если выключится навигатор, мы с вами не поедем никуда, потому что То программа есть вы по навигатору, как вам сказали, так... Навигатор встроен в программу, поймите. Если навигатор выключится, то и программа выключится. Все, То и есть никуда я не выйду и поедем. пойду пешком? Да? Замечательно, просто А как? первый раз сталкиваюсь с такой ситуацией. Всегда бывает что-то первый направо раз. Первый раз. Навигатор, я там не знаю, У что меня вы там и включили. такая же программа, как и такая же абсолютно программа, как и такси под названием Яндекс Навигатор. Слушайте, Яндекс вот, Такси. товарищ водитель, Товарищ, всех вас интересует вопрос, есть ли жизнь на Марсе. я за рулем. Я всегда езжу направо. Какие пробки, какие объезды, какие там, я не знаю, аварии. Что вот, почему мы должны сейчас кругами ехать? Я реально опаздываю. Вот у меня каждая минута дорога, мне надо быстро доехать. Я Здесь понимаю. совсем немного ехать-то, боже мой. Если бы мы повернули направо, возможно, дорога бы увеличилась. Понимаете? Вот мне построил маршрут, я по нему еду. Слушайте, а куда бы она увеличилась? Там ничего нет, там все в порядке, вы понимаете? Я вот готова оплатить, вот если бы я так не торопилась, я бы готова была бы оплатить дополнительное ваше время, и мы бы поехали обратно по тому маршруту, который я сказала. Всегда ездим, я за рулем езжу, водители за рулем нормально ездят. И потом, что это за отношение такое к клиенту? Я, значит, села, я плачу деньги, я прошу вас довести коротким маршрутом. Вот мне абсолютно наплевать, что вам там показывает навигатор, вот честно. А как вы, Короткий маршрут. определяете, что именно этот короткий маршрут? Вы что, Очень просто, не как вы. интуитивно, что ли? Ориентируюсь не навигатора, на том, что происходит. Ну Я как, здесь что? езжу часто, я здесь Да. бываю, я здесь работаю. То есть вы прям вот каждый день знаете, какая дорожная ситуация? Никаких проблем. А что там дорожная ситуация? Вы посмотрите, мы повернули направо, ехали бы 2 минуты. Сейчас мы едем, бог знает сколько, какими-то, я не знаю, объездом, какими-то огородами. Время идет. И навигатор вон и дальше показывает какую-то ерунду абсолютно. Интересно, что за манера клиента не слушать? Это- Ну, кто у нас пассажир, в конце концов, я или вы? Вам трудно доехать вот до... А вот это вот, а если авось, а вдруг, а там вдруг авария, а он не просто так? Трындычих, когда в сердцах, Бог знает, что он творить может. Потому трындычихи характер такой, что если трындычиху зацепить, то трындычиха такое отмочит. Что это такая за логика странная такая? Человек сел, пассажир, он едет, он должен доехать. Желательно, вот я вас попросила, побыстрее. Нет, я понял, но мне такое ощущение, что вы по общению соскучились просто. Из вас как-то, вас никак не успокоите. Из вас прям вот... Меня не надо успокаивать. Даже не фонтан, а водопад какой-то Меня словесный. надо везти. Да я вас везу! Чего вы докопались до меня? Вот. Я вас везу! А как вы везете? Куда вы меня везете? Мужики, вы чё? Тварь! Ну все, хорош. Лопаты наверх. На Вообще, Кудыкину что это? гору! Я не знаю, что вам еще ответить, Что это за понимаете? огороды такие? Здесь Ну вот всё такой маршрут у вас Это сегодня. центр города. Да. И вы все время ссылаетесь на навигатор. А Да. вы без навигатора вот никак, вот совсем. Вот, да, вот клиент попросил, нет, только упремся. 25 минут, но по навигатор, да? Я поняла, сказать нечего. Да мне есть что сказать, понимаете? Просто Говорит, вот мы я едем. не могу слова вставить, хотя мне казалось, что я много разговариваю. Но судя по тому, что сколько вы разговариваете,
я вообще молчу. А вы действительно считаете, что человек, который сел в Я такси... ничего не считаю, я хочу вас не довести может скорее, взять 3 права? минуты осталось. Можете 3 минуты помолчать просто, я вас довезу и все. И вы Замечательно. выйдете, делаете, что хотите. Нет, потом. это вы делаете, что хотите. А я буду делать, это что для хочу. вас клиент удобный. То я замолчать должна, то я много говорю. У нас кто здесь на работе находится? Вы или я? Кто должен соблюдать определенные правила перевозки пассажиров? Вы или я? И это Яндекс.Такси, заметьте себе. Да, Это Яндекс.Такси. да. Эконом. Это огромный сервис. Эконом у вас тариф, не забудьте. И Эконом. что Это не я бизнес-тариф. Я поняла. Я поняла, бизнес-тариф мы, значит, едем направо, а эконом мы едем налево. Нет, Бизнес-тариф бизнес- вовремя, а эконом мы огородами. Замечательная отмаза совершенно. Мне нравится вот так вот, да? И еду я дольше, реально дольше, чем обычно здесь возят. Не первый раз здесь на такси. Это первый случай, когда вот такая ситуация. Где мы вообще едем? Куда мы вообще поворачиваем? Я вообще даже местность уже не узнаю. Хотите 3 минуты мы доедем? Сейчас узнаете, осталось 2 минуты. Но с другой Безобразие. стороны просто подъехали. Это короче дорога, чем показывала ваша направо. Конечно, Серьезно? ну конечно. Правда? Все Правда. ездят направо, Все коротко, ездят направо. мы едем налево, и это замечательно. Вы знаете, очень просто. Я вообще очень рада, что в Яндексе можно писать отзывы. Серьезно? Вот именно этим я и займусь. А Джон, у меня плохие новости. Кто-то узнал про тебя, не знаю кто, мы работаем над этим. напишите, может, я вам понравился просто, поэтому вы так реагируете. Вы мне очень понравились, если бы довезли бы нормальным маршрутом, как все остальные водители. Нет, вы плохой водитель. Вы все время ссылаетесь на гаджеты, на навигатор, еще на что-то. А если вам навигатор через аэропорт покажет, вы через аэропорт меня повезете? Да. Через Пулково? Да. Чудесно просто. Да. Предупреждать тогда надо. Вот об таких вещах я как раз и напишу. А у вас в соглашении, которое вы подписывали галочкой «Принять», перед тем как установить программу Яндекс Такси, у вас Да. там как раз есть пунктик о том, что водитель выполняет заказ по маршруту, который строит навигатор. Замечательно. И теперь поэтому я должна ездить через Пулково, например. Или через Бог знает. Смотрите, сколько мы едем. Мы все едем и едем. А если повернули направо, была бы совершенно другая история. Вы знаете, о чем я сейчас жалею? Вот Что абсолютно мы меня реально не не повернули волнует. направо. Вот не Честно. волнует, о чем вы жалеете. Вообще, почему пассажира должно волновать? Слава богу, мы приехали, все, я понял. Я напишу везде, вы Где? понимаете? Где? Везде, Ну, где везде? В Яндекс.Офис в Голландии. Это Держись, приятель, я отправил людей к тебе на помощь. вообще не наша компания. Я буду писать туда о том, как вот вы в России работаете на эту голландскую компанию просто. Вот и все. Хорошо, я понял. Блин, ты ничего не забыла, что больше тебя не видеть нахрен никогда в жизни? Это же какой-то просто... Это какой-то... Это камон какой-то? Это in the house какой-то? Это просто... Ты, блин, сука, как можно за 9 минут мне мозг так, как будто я с какой-то... Представляете? Ведь у нее же еще, может быть, есть муж. Вы представляете, чувак случайно не донес носки до корзины с грязным бельем. Я не представляю себе этот вариант. А еще, не дай бог, он сделал заначку от зарплаты. Там просто взрыв ядерной бомбы 100%. Это минимум. Минимум. Господи, иногда я ругаю свою жену и говорю: конечно, такая ты бестолочь. А потом я встречаю вот таких и думаю: как мне повезло с женой. Как это просто невероятное что-то просто. Ну, блин. Какой-то укусил, видимо, марсианский клещ или что-то такое, потому что, ну, это, блядь, перебор. Да, ну что, уважаемый Яндекс и офис в Голландии, уж получите сообщение о том, что Женя Микулин в Санкт-Петербурге в России хуево работает. Ну, не обессудьте, друзья мои. Ну, вот такой я, видимо, человек, который действительно вот привязан к гаджетам. Не может он сам вот интуитивно прокладывать маршрут через город в пробке и так далее. Ну, не может. Ну что, блядь, увольте меня теперь. Ну, увольте меня. А еще лучше, пришлите этой барышне мужчину, наконец-таки, чтобы он ее, ну, как-то расслабил, что ли, я не знаю. Хоть чуть-чуть. А то видно, тетка нехило напряжена. Да. Да. Теперь я дергаться буду. А это ведь обычная питерская осень. У нас каждый день то понос, то золотуха. Как жить? Непонятно.
Хорошо бы, чтобы все вот подобного рода мутанты на зиму впадали в спячку. Хоть несколько месяцев. Прожить, сука, в спокойствии. Не знаю, как по-голландски будет Яндекс.Такси, но, в общем, передаю привет. Да. Таксопарку Такси Хайп требуются водители на своих автомобилях для работы в Яндекс.Такси. С нас супер условия и, конечно же, большие заработки. Очень много водителей по всей России доверились нам, работают и вполне себе счастливы. Так что приходи в WhatsApp, ссылочка будет в описании. Удачи!